как и 90% людей, которые работают в футболе, я говорю про врачей, медработников, массажистов, в футбол попал абсолютно случайно. Абсолютно случайно. Работал хирургом в больнице скорой помощи большой. О футболе не думал. Ну, как многие молодые люди, футбол играл, футбол любил. Интересовались. Конечно. То есть, ну, опять же, я там вырос на матчах раннего российского периода, когда там Спартак доходил до полуфиналов Лиги Чемпионов, Кубка Чемпионов, видел, как он Реал обыгрывал, там матчи там, с Марселем, несправедливость в матче с Антверпеном, то есть это все помню, понятно, все смотрели, особо вариантов не было, то есть футбол любил, попал случайно абсолютно, когда в футбольном клубе «Локомотив» в 2008 или 2009 году произошла смена власти, пришли новые люди и искали там новых людей, скажем, с свежим взглядом на, в том числе на футбольную медицину. Так сложилось, что один из этих людей я знал, нечаянно встретил, шел там с пациентом своим на гастроскопию в больницу. Он говорит: о, подожди, тебе футбол нравится? Я говорю: ну, в целом нравится, да. Давай будешь в «Локомотиве» работать. Я говорю: ну, да, это, мне кажется, не так просто все делается. Но я не считал, что это очень круто, вообще не считал, что это очень круто. Я отказать старшему было нельзя. Я говорю: ну, давайте, на собеседование пройду. Поехал на собеседование. И, кстати, попросил свою знакомую, говорю: составь красивое резюме, как надо. Ну, мне почему-то казалось, что она может это сделать. Она в очках ходила, у нее был очень умный вид. А мне было 26 лет, чтобы вы понимали. Я там работал в стационаре, все мне устраивало полностью. И она ставила резюме, все, я собеседование. Потом я резюме прочитал, она его оформила. Я видел, что она отправила. Но там было ошибок 30 орфографических. Я понимаю, что с таким резюме попасть куда-то вообще невозможно. Я вообще про это забыл. Через месяц мне звонит человек, говорит, типа: Эдуард Николаевич, прошу прощения, что там задержались. Так. Приезжайте дальше. А вы уже, наверное, забыли? А я уже вообще просто забыл. Приехал еще раз, опять поговорили и начал работать в «Локомотиве». Причем так сложилось, у меня в подчинении оказалось сразу два, наверное, самых крутых футбольных врача России. Савелий Алексеевич Мушалов, который с плечами было там Олимпиад, чемпионатов мира больше. У вас сразу на руководящую должность? Конечно, я стал начальником медицинской службы. Да. Савелий Алексеевич Мушалов, которому тогда было там лет 75, у него реально на Олимпиад было больше, чем у иных тренеров победных матчей. И второй врач, Александр Эдуардович Радашвили, заслуженный врач России, все прям, мастодонт. Мы сработались, все очень хорошо сработались. И вот я с тех пор, сколько мне было 26 лет, в 29 лет я стал главным врачом России по футболу. Причем, опять же, комментарии читать не надо, мы же это знаем, да. На первых порах читал комментарии там своим интервью и новостям. И кто там пишет: вот там очередной блатной. Там, протащили. Да. То есть я картину представляю Фабио Капелло, ему говорят там из России, там есть у нас мальчик хороший, надо его в сборную. То есть, понимаете, это механика вообще не та. Я 29 лет начал работать в сборной по футболу, с 2012 года получается, и до 2021 года работал в сборной, параллельно в «Локомотиве», потом в ЦСКА, потом остался только в ЦСКА. Так что и с Фабио Капелло, опять же, если позже об этом поговорим, тоже уникальный человек, глыба, который, конечно, образ, чей в медиа, который создали журналисты в том числе, конечно, никоим образом не соответствует реальному образу. Что, кстати, очень часто бывает, когда изнутри ситуацию знаешь, видишь, что пишут, и что реально на самом деле. Диаметрально противоположные параметры бывают. Вы, получается, учились на общую медицину, да, получается, общее направление. И есть ли сейчас вообще специализированные какие-то курсы повышения квалификации на спортивных врачей? Просто интересно, как люди получают... Попадают. Да. Я закончил первый мед, безоговорочно лучший университет в России, понятно, с большим отрывом, в моем понимании, да, так оно и есть. Но, опять же, я был на кафедре общей хирургии, проходил ординатуру. После я прошел специализацию по спортивной медицине. Это 4 месяца специальные курсы. А где такие курсы бывают? Это курсы повышения первичной переподготовки. Они есть и в Ташкенте, они есть и в Москве. Есть вопрос их наполненности. То есть это стандартная ситуация. А сейчас в России точно есть кафедры спортивной медицины, где готовят будущих реабилитологов, спортивных врачей, с высшим образованием. И кафедра, я тоже преподаю как раз в первом меди сейчас на этой кафедре, доцент этой кафедры. И мы готовим как раз в ординатуре будущих спортивных врачей. И прямо сейчас в российской премьер-лиге, например, работает 12 выпускников этой кафедры. Они работают врачами, уже подготовленными врачами
клубах РПЛ. А вот для вот этой кафедры сотрудничество с РФС вообще важно? Чтобы они передавали какие-то, я не знаю, навыки, знания, как нужно готовить, какие нужны вообще специалисты? Да, мы просто пытаемся перекинуть на реалии Узбекистана, прикинуть, как это Хороший устроить. вопрос на самом деле. И, конечно, в идеальном мире, конечно, ну, любая национальная федерация, РФС не является исключением, должна формировать запрос. У тех организаций, которые проводят подготовку специалистов. Это и врачей касается, и тренеров касается кого угодно. Должны знать стандарты. Да? В России этого нет. Запрос никто не формирует, при том, что у нас так получилось, что я был и в РФС, то есть я был руководителем медкомитета РФС, главным врачом сборной России по футболу и преподавал на этой же кафедре. Так сложилось, что я этот запрос и формировал внутри кафедры. Но это было не как-то официально. Знаете, то есть не было там договора, что давайте вот, пожалуйста, готовьте по этому стандарту. Вы определяли направление, к сожалению, да. Но там так сложилось, что мы этот стандарт сформировал сам по себе. Это хорошо. И вот я как раз 7-8 июня мы, благодаря Олимпийскому комитету Узбекистана, Ассоциации футбола Узбекистана, профессиональной лиги Узбекистана провели огромный семинар, большой. Куда приезжали врачи из НАСАФа, Навбахора, то есть самых там, дальних, отдаленных, ну, я так подозреваю, правильно говорю, да? Да. Отдаленные же регионы, с большим интересом. И я могу сказать, что в этом отношении Узбекистана есть очень большой потенциал. Вот сформировать вот эту структуру. Но опять же, есть в Ташкентском медуниверситете кафедра спортивной медицины. У меня есть руководитель. Руководителю кафедры сообщили, что будет такой семинар. Как думаете, приехала? Конкуренцию почувствовали? Нет, абсолютно нет. Ну, просто, почему не? Ну, праздник, наверное, был. В горы на дачу уехали. Это, кстати, рабочая версия, да? Вот. Поэтому здесь все же футбольную медицину, спортивную медицину двигать должны пассионарии. То есть на узбекский футбол 2-3 врача, которые под руководством опытного человека, ну, условно, в Узбекистане, это реально там главный врач национальной сборной Александр Жакитович Арипов. Я в этом убедился уже после приезда, да? Он является лидером. Лидером и мнений, и авторитетом и для тренеров, и для футболистов. Это очень важный момент. И получается, эту вертикаль можно быстро сделать. Когда есть он, у него уже есть 3-4 ученика, 3-4 врача из регионов, создать единую такую экосистему. И поверьте, что через 2-3 года узбекский футбол можно будет не узнать с точки зрения компетенции. Но это самый длинный путь начинается с первого шага. Я вижу желание. Мы с Равшаном Сафудиновичем и Ирматом общались, и перед Эмиратами общались, перед туром с Эмиратами, и с Адилом Алимжоновичем Ахмедовым общались. Я с ним вообще, я его знаю со времен игры в Анжи. Он на меня, я был врачом Анжи, он играл в Анжи, потом я помогал ему переходить, медосмотр проходить, когда он в Китай переезжал. То есть я хорошо его знаю с тех пор. Тоже полная поддержка. То есть никаких сомнений в глазах нет. Они понимают, что да, надо меняться, надо развиваться и готовы прям не на словах, а на деле помогать. Расскажите про семинар. Вы сказали, что провели семинар. 2 дня он, получается, шел? 7-8 июня, опять же, когда мы договаривались о моем приезде сюда, на самом деле с ноября такие шли разговоры. Давайте приезжайте, там расскажем, потому что ЦСКА, футбольный клуб ЦСКА, тесно взаимодействует с Ассоциацией футбола Узбекистана по разным проектам. В том числе по науке, исследованиям и так далее, поиску талантов, потому что мы активно занимаемся поиском талантов. С каких пор это? Поиск талантов или Вот вообще это сотрудничество началось. ЦСКА и Ассоциация футбола Узбекистана, я думаю, что более года нашлись точки соприкосновения. После перехода Абоса, получается? Да, кстати, вообще я хочу сказать, что переход Абоса Файзулаева, мы там можем подробнее про это, есть интересные вещи по этому переходу, он стал таким, знаете, таким толчком. Я приехал на сборную после финала Кубка, суперфинала Кубка. Вся сборная поздравила. Все болеют за ЦСКА. На улице даже люди встречают, когда знакомимся, говорят, все, болели за ЦСКА, молодцы. Опять же, это все знают, да. Дополнительная фан-база. Конечно, она огромнейшая фан-база. Манчестер Сити, Ланс могут тоже подтвердить. Рома. Конечно. Причем, когда Абос перешел, я знаю, наша пресс-служба цисковская говорит, что количество подписчиков в Телеграме выросло не на 5000, а просто в 2 раза больше. И там после каждого матча же болельщики определяют лучшего матча условно. Если там есть Абос, это без шансов. Как говорит Игорь Кенфеев, мне кажется, когда Абос даже в заявку не попадет, а голосование это выиграет. По автомату. Да, автоматически. Скорее всего, так и будет. Да, конечно. Вчера на семинаре мы как раз показывали, как Абос индивидуально тренируется в зале.
И для многих там тренеров по подготовке, врачей это было откровением. То есть он реально постоянно дополнительно работает в Индивидуальная зале. программа. Да, индивидуальная программа, она согласована само собой с тренером по подготовке первой команды ЦСКА. Все только за. И мы видим, как у него изменяется параметр. Он становится лучше. Плюс он влезет на подражание. У узбекских футболистов есть огромное преимущество с точки зрения травматизма, например. Они регулярно, большинство из них совершают намаз. Мы провели в свое время исследования и показали, что выполнение намаза значимо положительно влияет на количество мышечных повреждений. Это важный фактор. Уменьшает? Уменьшает, конечно. То есть травма мышц задней группы бедра, у них количество снижается, там несколько раз снижается. А за счет чего? За счет того, что как раз намаз, 5 раз в день они адаптированы к нему, это великолепное упражнение для профилактики травматизма. Это Растяжение мобильность мышц? посечения позвоночника и эксцентрическая работа мышц задней группы бедра. Да ладно, не Да, знал. и, кстати, мы даже эту работу, когда проводили, настоящее исследование опубликовано, там, соавторы крутейшие. Нас после этого исследования, когда публиковали, там сотни писем было от врачей, исследователей стран арабского мира, которые благодарили. Говорят, спасибо огромное, большое спасибо за это исследование и так далее. А мы что начали? В сборной России мы работали с Паулино Гранеро, тренер по подготовке, испанец. Он работал в Саудовской Аравии до этого. И как-то про травмы заговорили, он говорит, в Саудовской Аравии местные вообще не травмируются. То есть задняя группа бедра мышц не травмируют. Хотя это самый большой бич футбола мирового. Мы связывали с тем, что просто уровень невысокий. А потом уровень растет, Саудовская сборная, Саудовская Аравия, хороший сбор на уровне азиатском, да, то есть на любом уровне играет в футбол, все, нет травм. Начали копать, единственное, что отличает что? Выполняют намаз. Начали изучать, кстати, когда это исследование было, мы футболисты Пахтакора некоторых тоже включали в группы, показали, что действительно, кто регулярно выполняет намаз, профилактика травматизма. А БОС регулярно выполняет. Про алкоголь там речи вообще не идет. Очень воспитанный человек, очень воспитанный, что тоже немаловажно. При этом он воспитанный, да, но всегда, так иначе, с характером. То есть он воспитанный, но он имеет свое мнение, просит, чтобы там все это обосновывали и так далее. И дисциплина. Так что я думаю, что как раз у босса, вот он сам, его ближайшее окружение, родственники, агентство, которое его ведет. Вот так должны вести футболисты, в моем понимании. Вот так должны вести футболисты. Должно дать вот такой, прям, мне кажется, что буст такой хороший. ЦСКА топ-команда, в моем понимании. И есть куда расти мы внутри команды. Но мы понимаем, в каких условиях мы живем. Конечно, он должен играть там, в Еврокубках и так далее. И я думаю, что мы знаем его параметры. У него есть ряд параметров. Мы тесты, когда проводили перед контрактом, соответствуют футболистам экстра-класс. То есть у него ряд есть преимуществ, которые выделяют его из всех остальных футболистов. Например? Например, скоростное ведение мяча, дриблинг. То есть у него хорошая европейская скорость. Для его позиции у него отличная скорость. У него фантастическая выносливость. Он в команде ЦСКА нашей, мы каждый год проводим тесты на выносливость. Тест газоанализа. Футболисты его очень не любят, но понимают, что он важен. И считается, что когда этот параметр 60 мл в минуту на килограмм и выше, это футболисты уровня Лиги Чемпионов. У него 66. И в ЦСКА таких футболистов больше 60, более 12 человек, это хороший уровень. То есть хороший уровень. Он первый в команде. То есть это я вам хочу сказать, что выносливость в сочетании с скоростным дриблингом и ментальностью. То есть что его отличает, да, что он всегда даже под давлением не упрощает игру. Это ключевое. Я с тренерами разговаривал, некоторыми, он говорит, босс вот уникальное качество. То есть он не упрощает игру, он всегда может обострить даже самые сложные ситуации. Это как раз отличает его от многих других футболистов. Есть мнение, что антропометрия его... Опять же, при переходе в РПЛ многие думали, что он там поломается, не выдержит, у него такое телосложение субтильное чуть-чуть. Я вам скажу больше, не только думали, наверное, здесь об этом. Он при мне переходил. Были опасения. Знаете, сейчас много людей может сказать, да, вот мы знали, босс, вот талант, видели. Сказки на ночь. Хороший футболист. Его нашли селекционеры ЦСКА. Он обладал, несомненно, очень хорошими качествами. Несомненно, его подготовили к переходу и ментально в том числе, как я уже говорил, в том числе и агентство, в котором он работает. Но сказать, что было гарантированно, он пришел и сказали, вау, бриллиант за 500 тысяч евро. Такого не было. Были сомнения и так далее, даже теннисского штаба и так далее. Но у нас в клубе такая система предстартных осмотров, она длится 2-3 дня. Это не только сердце, легкие.
Это и не только МРТ, всего подряд. Это там, в том числе тяжелые тесты. И тесты нужны футболисту в первую очередь. Там и силовые тесты, и скоростные тесты на поле, какие угодно. И вот когда он по ряду из этих тестов показал прям выдающиеся результаты, то есть это ведение мяча скоростное, это Т-тест, там прям у него цифры. Вот сейчас мы 8 тысяч людей протестировали, футболистов протестировали, старше 16 лет, наша группа лаборатория. Он до сих пор первое место занимает по Т-тесту. Да. К нему близко никто не... А поверьте, это воспитанники подавляющего большинства ведущих российских футбольных А академий. что это за Т-тест? Можете Ну, объяснить? это он не простой тест. Это, кстати, они часто применяются, когда решают вопрос о выходе в общую группу. Может выйти после травмы, не может выйти. Это когда человек прям длится, ну, у босса он длился 7 секунд. Это рекорд. Когда ты бежишь на максимальной скорости в точку, там тормозишь резко вправо, через 3 метра резко тормозишь назад. Резко тормозишь, возвращаешься в центр, опять резко тормозишь и уже ускоряешься. То есть буквой Т. Но там получается там, 6, 5 или 6 мощнейших торможений. А это очень утомительно. И ты должен прямо на максимальной скорости это все делать. Видимо, это из-за того, что у него рост и вес такой небольшой, ему легче затормозить резко и резко Ну, стартануть. это много факторов. У нас есть ребята гораздо выше его. Но опять же, его что еще отличает? Важный момент. Тоже, когда, ну, со стороны вы сказать этого не можете. Это когда мы знаем нюансы. У него фантастическая способность к восстановлению. Мы всегда параметры смотрим, в том числе по крови спортсмена, регулярно смотрим. У него прям фантастическое восстановление. То есть у него есть ряд параметров, которые никогда не превышают выше определенного порога. И это очень хорошо. Очень хорошо. Плюс он, знаете, немаловажно, ну, с точки зрения футбола высокого уровня, правильно относится к боли. То есть он не трус, он не перестраховщик. Если ему там, он доверяет врачам. Врач сказал, ты не усугубишь, все хорошо. Он выходит и играет. У нас было несколько ситуаций в ЦСКА, я знаю, в сборную. Ну, мы, понятно, на контакте с врачом сборной находимся, да. Я там, не знаю, Александру Актиновичу звонил, говорю, вот такая-то есть там проблема, жалобы, у нас игра, и у вас 2 важные игры. И мы находили такой компромисс, когда он и за нас сыграл, и за сборную сыграл, да. Но кто-то мог сказать перестраховаться. Я знаю, что для босса выход на чемпионат мира по футболу Важно. очень, не просто важно, а очень важно. Потому что он даже и осенью говорил, да, если мы на чемпионат мира попадем, это, ну, праздник для нас и наших семей, понятно, это праздник для всей страны. И вся сборная живет выхода на чемпионат мира по футболу. Потому что это праздник людям создать. И когда вот осенью была ситуация, у меня там мышца прямой операции бедра там болела. Он мог вполне сказать, я не буду, ну, там, на МРТ были изменения в том числе, вот я не буду, ну, паузу дам и в сборную поеду. Нет. Протестировали и сыграл за ЦСКА, за сборную. Это, кстати, далеко не все на это идут, кстати. Поэтому прям по футбольному, вот в Big Five лигах это ценится. Когда ты можешь играть перестраховщика, но можешь играть 30 раз в году, а здесь нет. И он в состоянии играть, я вам ответственно заявляю, в Big Five лигах этих, в топ-командах, и 50 игр в сезон спокойно будет играть. Вы, кстати, упоминали про травматичных, то есть, да, мы там обсудили Абоса, то, что у него там определенные особенности есть, и упомянули травму бедра, то, что узбекские футболисты и футболисты, которые исповедуют ислам, они совершают намаз, из-за этого у них меньше травм. Как раз у нас один из наиболее таких травматичных футболистов сейчас в сборной, это Астон Урунов, он уже год, если даже не больше, мучается именно с мышцами бедра. Что у него за травма, проверяли ли вы его, потому что я так понимаю, что вас пригласили, чтобы вы понимали, помогали именно с реабилитацией футболистам, с определением травм, сложности. Нет, давай сначала. Как получилось то, что ассоциация вас позвала? Да, давайте. Разговоры шли относительно давно, но ключевым моментом было, когда там буквально в апреле месяце, ну, я работаю в ЦСКА, в РПЛ, кафедра, клиника, то есть есть чем заняться. Мы исследования большие проводим в футболе, которые публикуются в журналах лучших в мире. Мне позвонил Герман Владимирович Ткаченко и говорит, Эдуард, ну, я давно его знаю, со времени работы в Анжи, знаем, вот у сборной Узбекистана очень важные матчи, и я тебя попрошу, там, если можешь ли ты там советом помочь, там, если с тобой свяжутся там, по игре конкретно с Эмиратами, там, Лажец, сука, и так далее, с тренером сборной. Я говорю, ну, я с удовольствием, причем я реально с сборной Узбекистана болел еще, ну, как, когда босс перешел, понятно. И плюс надо понимать, что сборная Узбекистана, это, наверное, ну, одна из 2 сборных, да, которые, одна, которая уже попала, одна из 2, которая имела реальный шанс попасть в чемпионат мира по футболу. Ну, сборная Узбекистана и сборная, наверное, какая? Ну, Грузия тяжело будет, да, наверное,
другая сборная с постсоветского пространства, которая, Да, вероятно, да. попадет. Вот. Ну, Узбекистан уже попал. Поэтому я болел с удовольствием. Я там, когда в Катару не забили пенальти, Мгм. помните, с места бил футболист. Я очень сильно переживал по этому поводу. Я думал, Аббас спрашивал, Аббас, а что за техника такая пробития пенальти? Вот он так всегда бьет, забивает всегда. Вот, то есть мы болеем. Мне искренне, прям искренне Ну, болеем за вообще это. Узбекистан третья страна из постсоветского пространства, которая на Ну, чемпионат мира получается, вышла. Россия, Украина и Да. Узбекистан. Да, нет, да, очень круто. Причем Да. я хочу сказать, что Узбекистан, когда выиграл, мне позвонил сначала Черчесов. Вот смотрел игру. Молодцы, передай там Тимуру Тахировичу привет. Там, Они знакомы? ну, вот как раз он говорит, ну, телефона у него там не было, Мгм. пожалуйста, нет, передай. Смотрели, гордимся, что попали, реально. Мгм. Плюс тоже Черчесов говорит, тебе какие-то вопросы будут там у сборной, у тренера. Ну, все же он чемпионат мира по футболу был. Пожалуйста, любой вопрос, отвечу, Обращайтесь, да. да, вообще без опросов. Мы искренне болеем. И поэтому, когда он, Герман Владимирович, позвонил Ткаченко, я говорю, конечно, с удовольствием, там, давайте подскажу, чем могу, что могу. У нас был Zoom, звонок коллективный с Тимуром Тахировичем, и там на звонке присутствовал главный врач сборной Шилов Евгеньевич Арипов. Поговорили, и тут же после Тимур Тахирович пишет, а может врач приехать тогда к вам в Москву, чтобы поподробнее? Потому что, Мгм. ну, по телефону поподробнее. Я говорю, да, конечно, в любое время. Для обмена опытом. Да. Ну, опять же, опытом Обмен мнений. да, я Решила Эркиновича тогда там не так хорошо знал. То есть, там, ну, выглядело там, может быть, вот так вначале. Потом он приехал, я понимаю, что врач очень высокой квалификации. Очень высокой квалификации. Клиницист. Сборная все абсолютно под контролем находится. Он у нас 3 дня провел, я познакомился с Марко Николичем. Он присутствовал у нас на предыгровой тренировке. То есть полностью... Который уже ушел, походу, да? всё-таки? Который точно же ушел. Да. Вот мы сейчас записываем подкаст. Официальной информации уже нет. Мгм. Но когда подкаст выйдет, Скорее вы всего, да. сможете смело сказать, что у вас был инсайт, что вы точно ушел. Да, да, да. Вот прямо сейчас будет коммуникация по поводу... Даже вот вчера вечером будет сейчас коммуникация, что Женя, что он блестящий тренер. Блестящий тренер мирового уровня. Это можно зафиксировать и точку поставить. И потом, когда Шерер Кинович уже уехал, продолжали общение. И он говорит, типа, может быть, приедете тогда просто и на матч заодно. Я говорю, да, почему нет, с удовольствием. В ЦСКА у меня отпуск, клуб, там есть ассоциация, все только за, все только за. И вот я и врач молодежной команды Георгий Ильич Малякин, он раньше вообще приехал. И раньше уедет, и позже уедет. То есть я улечу сегодня, 9 числа. А он уже после матча с Катаром. Ну, если бы с Катаром матч решался бы, что-то я поставился бы, а так вроде все хорошо. Поэтому вот здесь и семинар в рамках вот этого приезда. Шилов Евгеньевич говорит, давайте, может быть, тогда семинар какой-то проведем, потому что, ну, знания нужны, обмен опытом нужен. И вот соцфутбола, начальник команды, начальник управления сборных команд, да, Шерзот нам помог, полностью организовал. Мы блестяще провели семинар в Олимпийском комитете, приехали люди. Я понимаю, что у нас там, получается, было 16 лекций в сумме по самым актуальным темам футбольной медицины и науки. У меня там был доклад про то, как влияют факторы внешней среды на успешность выступления команд на чемпионатах мира по футболу, чтобы вы понимали. Такие исследования проводятся. И говорят, где сборная живет, где база сборной находится, как расположение базы сборной влияет на успешность выступления. Вот вы думали об этом? И где она должна находиться? Они делили, это данные были по чемпионату мира в России и в Бразилии, делили по зонам теплового стресса. То есть, если база находится в условиях климатических, тепловой стресс там больше 26 там, пунктов, то двигательная активность команды во время игр была меньше, чем у тех сборных, которые находились в условиях меньше теплового стресса. Важный же момент, важный А момент. вот эта вот база национальных сборных Узбекистана, она где вот в этой категории находится? А здесь, опять же, ну, сборная же Узбекистана будет готовиться не на своей базе чемпионата мира. Я думаю, что там, опять же, здесь жеребьевки, там Канада, Мексика, США, непосредственно подготовка уже будет проходить в тех условиях. Но об этом надо помнить. Или там есть исследования, которые говорят о том, что на чемпионате по России по футболу, если команда перелетала там с востока на запад, с своей базы на игру и назад, успешность была разная. Мы говорим про длительную активность на футбольном поле. И вот эти нюансы, их надо просто учитывать прямо на берегу. Они также, знаете, мы когда сейчас мира при Капелло выходили, наша делегация сборной России трижды выезжала в Бразилию в поисках базы. И не потому, что денег много, что не полетать, да, там первым классом. Нет. Действительно так. И Капелло сам летал
Выбирали, там 10 баз сначала было, потом 5 баз было. А Потом есть 3 какие-то осталось. критерии отбора со стороны медицины? Ну, с медицины мы всегда, понятно, подстраиваемся. Но у нас просто есть там, условно, там, райдер, условно, что должно точно быть. Кстати, такой же райдер есть в сборной Узбекистана. Но, опять же, он должен учитывать ментальность, особенности национальные. Ну, мы прекрасно понимаем, что без чего узбекский футболист не может. Без плова. Ну, и не надо, можно прийти и сказать, так, все, плов, все вредно, вы тут все непрофессионалы. Нет, это сказки на ночь. Сборная Узбекистана попала на чемпионат по футболу. Мне играют футболисты, стоимость которых одного из них может там стоить, чем некоторые команды РПЛ. Полные составы. Неплохой футболист. Второй неплохой футболист. Третий неплохой футболист. Да? То есть хорошая сборная. Попали. Обязательно надо учитывать ментальные особенности. Запрещать все, но это просто глупо. При этом, конечно, надо модифицировать. Вот я Шаракиновичу говорил, Тимуру Тахировичу говорил, до и после попадания в чемпионат мира по футболу это разные вещи. То есть, чем ближе чемпионат мира по футболу, все будет меняться. Реакция на заметки в СМИ, футболисты будут меняться, все будет меняться. Потому что стресс, в котором команда находится, и корректно его преодолеть, это очень важный момент. И вопрос травм, он ключевой. Вы спросили про Астона Урунова. Как раз сейчас мы вчера прям с ним общались. И вот он сразу после Катара улетит в Москву. Доктор Арипов связался с врачами Персеполиса. Они полностью план одобрили. Отправили подробнейший план действий. Когда, что он будет делать. Он получил травму приводящей мышцы. В ней мы проблем не видим. Он хороший футболист. Без рецидивов. Хороший футболист, да. Стресс будет гораздо больше. Требования насчет нет по футболу, поверьте. Я видел данные двигательной активности участников по футболу в 2018 году. Там самая худшая сборная бежала так, как не бегут в дерби лучшие команды постсоветского пространства, скажу так. Там подготовка должна быть фантастическая. И на этом фоне, конечно, в первую очередь, что страдает? Мышцы. Это все мы понимаем. И поэтому вот Астон полетит в Москву, проведет там полностью обследование, все мышечные дисбалансы, баланс. Ну, то, что делал АБОС перед приходом в ЦСКА. Поэтому полностью. И после, я думаю, у нас будет полная картина. И мы уже вместе с тренерским штабом сборной Узбекистана и коллегами из Персеполиса разработаем план профилактики этого травматизма. Я уверен, что есть причина. Я уверен, что есть причина. И Астон это понимает. Надо просто выявить. Мы ее выявим. И он спокойненько начнет готовиться. Это как мем. Я надеюсь, мы их выявим, эти проблемы. Ну да. И полетим на чемпионат мира не только мороженое поесть, да, но и паковаться. Там, да? Вопрос еще по поводу Астона. Я слышал такое мнение, по-моему, от бывшего футболиста, по-моему, Масалитин, фамилия у него. И он говорил про Захаряна, что у Захаряна проблема похожая на Дзагоева. То, что он раз порвал, два порвал мышцу, и после второго раза уже, ну не то, что с футболом можно заканчивать, но уже достаточно тяжело вернуться на тот уровень, на котором ты был, если такая уже систематическая проблема с мышцами. У Астона уже это систематически или это разные группы мышц у него? Нет, во-первых, у него опять же, знаете, чем хороши бывшие футболисты. Чем хороши. Хороши или хороши? С точки зрения экспертности. Да, то, что они, их спрашивают, это хорошо. Они свое мнение высказывают. Да, это категория людей, которые знают все обо всем. Я когда тренером там на обучении их читаю, лекции, говорю, какой момент, вот вы в 6 лет в футбол не учились, когда играли в футбол. Потому что у нас, если когда играешь в футбол и не учишься, это круто считается. Фактически, в институте вы не учились. С закрытыми глазами все ставят? Да, закончили футболом. Стали тренерами. В какой момент прилетает какая-то там фея, вам вшивает чип какой-то, вы начинаете разбираться во всем. Физиологии, астрономии, диетологии, картах Таро. Вот во всем начинаете. В какой момент это происходит? Мы там полушутя, условно, там они посмеиваются. Так и есть. То есть, когда врач учится, 10 лет врач учится. Вы совершенно своей профессии там, десятилетиями может не хватить, правильно? А тут вот в 30 лет закончил карьеру, в 30 лет 1 год приходишь на тренерскую работу, и ты начинаешь знать все обо всем. Когда есть яичницу, полезна ли вода газированная или это, не надо рассуждать. Можно или нельзя кушать плов? Конечно, опять же, мы, кстати, пройдем по этому поводу отдельное исследование. Но опять же, куча причин. С чем я согласен? По Захаряну у меня там свое мнение есть, оно
абсолютно логично, все будет хорошо у него, все будет хорошо. И вот Загоева, Алана, травмы были разные. Но с чем я согласен с Валерием Масаликиным? Что надо искать причину. То есть не бывает такого, что причины нет. То есть если мы ее не нашли, значит, что ее нет. Недолеченное Первая что-то. причина. Ну, вот правильно? что-то, да. То есть, ну, условно, травму получил, ориентируешься только на клинические признаки, вышел, не болит, не болит. Тренируешь, все. А дисбаланс может сохраняться значимый. Его же надо выявить. И получается, надо до каких пор реабилитировать, пока дисбаланс не уйдет. Разные причины бывают. И поэтому здесь, знаете, я могу назвать там 20 примеров, когда футболист травмировался там в одной команде, просто вот, ну, не выходил из лазарета, в другую команду переходит, вообще играет в футбол. Тот же Бруно Фукс, кстати, который, ну, футболист ЦСКА, вы знаете, да? Да. Класс. Я только не помню, где он сейчас. Он в Бразилии играет в хорошей команде с великолепной статистикой. Он И просто, с чем это связано? а, Вернулся в привычную опять, атмосферу? да, чтобы понимали, он, если после как он первый раз травму получал, первую свою травму в ЦСКА, то есть он угловой команды Ахмат подавала, его заменили, и он трусцой бежал на подачу углового, выйдя с бровки на замену. И пока он бежал трусцой, он повредил прямую мышцу бедра. Трусцой человек бежал. Но очевидно, что механизм Само по себе не классический, бывает, да. конечно, ну, что-то там изначально было не так. Его оперировал лучший в мире хирург Лас Лимпианин, реально лучший в мире, самый авторитетный в мире хирург по мышцам. Финн, который сейчас в Катаре оперирует, в Финляндии оперирует. Реабилитацию прошел. И потом, но в моем понимании, что клубок, уже дергается футболист, дергается окружение. Тренеры меняются. Тренеры часто говорят, вроде потенциальный футболист у меня есть, вроде на бумаге, а фактически его нет. Не могу на него рассчитывать. Вот, конечно. То есть, ну, поэтому здесь я думаю, что комплекс факторов, ну, никогда нет одной причины. Вот эти, знаете, история, он пил, поэтому травмировался. Ну, чушь. То есть, ну, Сколько примеров, когда люди... Мягко говоря. А сколько людей, когда... Ну что, Астон Урунов, ну, алкоголь точно нет. По профессионализму каких-нибудь вопросов? Никаких. Спит, восстанавливается. Вот я в сборную приехал, кстати, все ребята все добавки принимают. Все процедуры получают. То есть, ну, кстати, вот я хочу сказать по сборной Узбекистана. Ну, просто хорошие профессиональные ребята, которые готовятся к тренировкам, после них правильно восстанавливаются. То есть большая роль, кстати, тренерского штаба, медицинского штаба. Поэтому здесь, ну, давайте сделаем так. Чтобы не голословным, скажу так, что тренерский медицинский штаб сборной Узбекистана приложил все усилия, чтобы Астон Урунов готовился к чемпионату мира без травм и мог показать лучшее качество на чемпионате мира по футболу. А как часто к вам вообще обращались футболисты из Узбекистана по поводу травм? Потому что, я, насколько знаю, сейчас вы помогаете Олегу Затееву, да? Да, только вчера с ним общались. К сожалению, непростая травма. Ахилл, по-моему? Да, травма ахилла. Тоже, кстати, полетел в Москву. Наш отличный, блестящий хирург Евгений Николаевич Гончаров прооперировал. Он, кстати, оперировал еще, я знаю, одного футболиста, фамилию запамятовал. Несколько лет назад футболиста Пахтакора оперировал. Переднюю связку крестообразную. Тоже как раз там через нас. Ну, знаете так, скажу так. 4-5 человек в год точно да. Но обычно как это происходит? А босс подходит и говорит: Эдуард Николаевич, уважаемый, есть друг, играет там-то, там-то, можете помочь там посмотреть? Да, ну так и должно быть, Ну или плюс, там, не знаю, сейчас мы с Александром Кинычем Ариповым общаемся, он может нам попросить что-то посмотреть, я могу его попросить посмотреть. Это уже нетворкинг. Да, ну, так мы ради этого все и происходит. Я слушаю его, он слушает меня. Кстати, у меня есть некоторые вещи, которые, ну, я не буду сейчас их озвучивать, непонятно, абсолютно легально и так далее. Но, например, его подходы в лечении, не зная его со стороны, могли вызвать словную улыбку. Погрузившись внутрь, я понимаю, что крутая тема, которую вот, ну, я в своей практике уже тоже начал применять. Поэтому здесь 4-5 человек из Узбекистана каждый год, да, бывает. Ну, лучше пусть будет поменьше. Да. Еще вопрос по поводу того, что нужно улучшить в медицине, в футболе узбекском, да, чтобы выйти там на топ-уровень, чтобы футболисты или не травмировались в идеале, или если вдруг у них травмы, чтобы они были не тяжелые и люди быстрее восстанавливались. Что нужно сделать? В каком направлении нужно двигаться? Отличный вопрос. И как мы в России эту тему обсуждаем постоянно. И здесь, знаете, какая такая есть такой парадокс есть. Я, работая в сборной, возглавляя медкомитет много лет Российского футбольного союза, общался часто с Александром Валерьевичем Дюковым, который, вот любая инициатива, вот да, делаем, включаемся, помогаем. Финансы есть. Да, ну вот
там даже финансов не надо. То есть очень много вещей, вопросы такие даже организационные, такие ментальные. Чуть ниже на уровень спускается, где-то... Стопориться. Да. В моем понимании футбол узбекский. Давайте не будем делить врачей, там, от тренеров и так далее. То есть, ну, В целом система. один котел. Повысить компетенции. Все. Мы когда в сборную приехали, с Ариповым, доктором, выступали перед командой, там буквально 5 минут. Мы сказали, что вы можете быть уверенными, что сборная Узбекистана будут применяться лучшие мировые практики. Лучшие. То есть вы там, не знаю, в сентябре, в октябре можете быть уверены, что то, что делают в Реале, в Барселоне, в Манчестер Сити, будет здесь. Я прям гарантирую. Это несложно. Потому что много у нас материала есть, мы уже применяем. Все об этом пишут. Чтобы вы понимали, секретов в мире нет. Хотите узнать, как готовилась там, не знаю, футбольная ФК Барселона в 2015 году предсезонный сбор? Когда они требл выиграли. Все выиграли. Как? Все описано. В журнале надо статья, там написано, сколько жира было, сколько мышц было у Месси с Суаресом, сколько длилась предсезонная подготовка, сколько минут они играли, как рассчитывался колораж, в каких зонах они тренировались. Все расписано. Все расписано. То же самое, если там по Ливерпулю, там, по Баварии. Осталось только применить. Адаптировать. Опять важный момент. По узбекскому футболу конкретно взял бы две вещи. Ну, идеальный вариант выбрать в каждой сфере футбола по 10-15 человек, 10 врачей, 10 Это как экспертная группа? Нет, проектное обучение. Вот, тренеров. Это должны быть не знакомые знакомых, не классные ребята. Должен быть независимый отбор, который независимая группа проведет. И отправить в лучшие спортивные организации мира. Причем это не обязательно должна быть футбольная организация. То есть, ну, поверьте, если там врач поедет не знаю, там, на САФа, поедет там на 2 года на оплачиваемую стажировку, с возможностью взять семью. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, Так он же не вернется потом. Не, ну опять же, не вернется. Во-первых, они патриоты страны. Почему-то, кстати, вот, не знаю, в Узбекистане, ну, и в России тоже, кстати, почему-то мы все так относимся, типа, ну, вот там же там. Там лучше где-то. Вот, да, в Англии, в Италии. Коллеги, я знаю, о чем говорю. Лучшие российские клубы, метод обеспечения на голову, я вам официально заявляю, на голову лучше, чем в 99% клубах европейских. На голову лучше. Это связано с подходами, это в том числе с традиционными связано. Климатические На голову лучше. И узбекский футбол, специалисты вообще не же потом комплексовать. Ничем они не хуже. Вот ничем не хуже. Если они там кто-то приезжает там, с важным видом, разговаривает там, на английском, хмурит брови и мало улыбается, знаете, что так вот нам Бог прилетел. Поверьте. Чтобы кто-то приехал работать в Россию, в Узбекистан из специалистов экстра-класса, это ценник будет заградительный ценник будет. Поэтому, условно, узбекский футбол... Мы знаем, какой может быть ценник. Условно, да. Вот это заградительный. То есть не потянет никто. В этом не будет логики. Зачем человека из космоса сюда, надо к этому быть готовым. И отправить по 10-15 человек на 2 года в оплачиваемую стажировку. Когда люди будут не просто на 2 года жить, которые будут каждый ежемесячно давать отчеты, что делают. KPI свои будут. Да. Администраторов отправить, журналистов отправить. Всех отправить. Поедем, что ли, в оплачиваемую стажировку? Подожди, это пока моя только идея. Подожди, то есть то сейчас скажешь, Сейчас ЦСКА поедет. подкаст закончится, да, скажут, ребята, ЦСКА приглашают. И это и опять же можно менять. То есть полгода там. И поверьте, люди вернутся через 2 года, через 2 года вернутся. С видением, с языками. Они будут знать местную культуру, местные особенности. Вот невозможно. Вот я сюда приеду, я приеду, скажу, так, все, я там кандидат наук, докторскую пишу, публикуюсь, там, титулов там на одну страницу приехал, так, все, здесь все плохо, здесь все плохо, так, я сейчас буду. Хорошо, все, ну, там Рим сказал, ну, хотите, пожалуйста, делайте. Вот я остался здесь в Ташкенте один, никого не знаю, контракт у меня есть, что я буду делать? А люди живут здесь, и, конечно, надо с помощью, может быть, экспертизы внешней, несомненно, да, развиваться. И второй вариант, путь развития, это вот то, что мы сейчас по нему идем. Мы 4 направления расписали. Вот сейчас презентацию сделали. Равшану Сайфудиновичу отправим. Потому что как я понял,
и она может меня поправить, не поправить, развитие футбола узбекского является одним из такой прерогативой на уровне государственной политики. То есть, Да. президент любит футбол, что немаловажно. Но я думаю, все узбеки любят футбол, все жители Узбекистана любят футбол. Сейчас А. еще больше будут. Очевидно, так и должно быть. Такие события, они являются такими драйверами роста. И я, например, знаю, что есть несколько указов по развитию футбола, когда хочешь, не хочешь, должен делать. И, например, мы разговаривали там с Шамилем Дагиричем Исеевым, начальником, руководителем научно-методического отдела Ассоциации футбола Узбекистана. Он говорит, что в регламенте проведения Суперлиги есть пункт, по которому в каждой команде должна быть система GPS-трекинга прям по И регламенту. они предоставлять Да, должны ее коллеги, после каждого матча. поверьте, такого нет нигде. И это очень круто. Только осталось, чтобы система GPS-трекинга пользоваться в полном объеме. Потому что, знаете, Чтобы были специалисты, которые умеют считывать. и считывать, и интерпретировать. Это реально очень круто. Очень круто. То есть это реально круто. Поэтому здесь не надо себя недооценивать. И вот мы хотим создать такую экосистему, когда все специалисты смогут развиваться. Это фиксировать. Экзамены должны проходить строго, независимо. Да? И тогда, поверьте, что даже эти компетенции прям двинут вверх. Всех двинут вверх. Вас двинут, нас двинут. Руководитель федерации двинут. Это прям важнейший момент. Потому что я искренне не понимаю, почему условно там Астон Рунов должен ехать в Москву проводить тестирование. В Ташкенте нет людей, которые могут тестирование провести? Конечно, есть. Оборудование, ничего там сложного в этом оборудовании нет, по большому счету. Я просто, знаете, там нас говорят, вот там где-то не знаю, условно в Зальцбурге Red Bull построил там какой-то центр, и все там, вау, с придыханием. Я в некоторых таких центрах был. Поверьте, в России есть места, оснащенные лучше. Но эти места не работают. Оборудование есть. Я был в Сан-Паулу. Мы там по линии ЦСКА, осмотр футболист проходил, не из Сан-Паулу, на базе Сан-Паулу. И мы зашли там просто медблок Сан-Паулу. Топовая команда, очевидно, да, то есть лучше, тем не менее, с исторической, с корнями. Вся линейка оборудования БТЛ стоит. Физиотерапевты, тестирующее оборудование, которое у нас в Москве, в России есть, там, не знаю, у ЦСКА, у Зенита, Спартака, Локомотива, мы говорим, вау, круто. Там она просто стоит, это рутина их. Я говорю, когда купили? Когда купили, не знаю, сколько-то работает, столько и стоит. Рутинная работа. Биодекс стоит, зоотехническое тестирование. В России там такой 3 команд есть. И то, знаете, там тесты проводятся. Там приходит, героем себя чувствует, что тест такой там. Там стоит, когда делать? Ты постоянно делаешь. То есть это рутина. То есть для них это рутина. КФК смотрите? Конечно, смотрим. То есть это для них рутина. Вот когда вот эти лучшие практики будут рутиной в Узбекистане, и они будут корректно интерпретироваться, это будет бомба. И третий путь, конечно, вы правильно сказали, что талантливый футболист сейчас в сборной Узбекистана, кто у нас играет на топ-уровне, непонятно. Хусанов, Эльдор, да. ЦСКА, Big Five, да, играет. И рядом ЦСКА, понятно, да, тоже. АБОС, да, Big Five в чемпионат России не входит, да. Подходящий. Да, рядом. Да, но очевидно, если в Узбекистане есть Шамуродов, Хусанов, Файзулаев, Мушарипов, значит, если еще такие же футболисты, значит, их надо найти. Значит, в этом контексте должна быть, конечно, программа национальная идентификация талантливости. Именно по этому пути шли немцы, у которых точно было все получше, чем в Узбекистане сейчас. Американцы, скандинавы, швейцарцы, которые запускают программу идентификации талантливости на национальном уровне и находили детей, которые имеют потенциал стать экстра-классовыми спортсменами. И вот я думаю, надеюсь, что мы прям, опять же, Равшан Сайфудинович Ерматов полностью понимает проблему, важность проблемы. Он говорит, президент федерации, полностью за. Надеюсь, с сентября уже по всему Узбекистану все академии, все молодежные команды будут тотально протестированы. И руководство будет понимать, где есть дети, не которые готовы прямо сейчас играть в Манчестер Сити, нет. Которые имеют потенциал физически играть на самом высоком уровне. А потом уже эту группу смотреть с точки зрения ментальности, развивать и так далее. Потому что самого талантливого возьмешь, одаренного, если с ним не заниматься, с ним ничего не произойдет. Ничего не произойдет с ним. У нас в ЦСКА, там есть группа футболистов, Матвей Кисляк, вы прекрасно знаете, там Кирилл Глебов и так далее. Да? Сейчас Джамал Абдукалдыров, которым Марк Николаевич интегрировал в состав. Но они пашут.
Они каждый день. Вот, знаете, варианты. Я там профессионал. Вот, ты даешь, там, я там желтые очки использую, там, я там как-то питаюсь. Это все, ну, классно. Для сайта, вот для Sports.ru классно рассказали, все. Пионеры прочитали, там, растрогались. Вот это профессионал. Для них это жизнь. То есть он не будет пить пиво не потому, что он профессионал, а потому что просто не надо пить пиво футболисту, когда ты хочешь, идешь по пути вот туда. Тоже заниматься состоянием подготовки компетентным и оценивать контроль переносимости нагрузки. Потому что это твоя профессия. То есть, вы проверите, там, журналистами работать, вы делаете вещи, почему? Что вы журналисты. Вы же не говорите, что я такой профессионал, поэтому я беру интервью. Ну, это ваша работа. То есть, надо готовиться к интервью. Конечно. Надо готовиться. Ну, вы это признак профессионализма. Это вы должны это делать. А у нас какой-то там подвиг. Вот знаете, там, я после матча перестал пить пиво. Все аплодисменты. То есть, там, ну, Что-то это, сверхъестественное. да. Или там читаешь, там, я помню, статью читал на одном крупном сайте российском. Ну, все мы узнаем. Хороший сайт. Я по версии этого сайта стал ЗОЖ-блогером года, кстати. Классный сайт, Sports.ru, да. Ну, и там, знаете, трибуна, там интервью, посты. И там вот в Саутгемптоне там применяются технологии НАСА. Я думаю, что за НАСА технологии. И вот там, какой-то пользователь, к нему нет вопросов никаких. Вот в команде применяются, там, не знаю, там, Game-Ready аппараты. Эти аппараты там применялись в НАСА. И комментарии читаешь, да, вот там даже в Саутгемптоне это есть. Вот это то ли наши ватники сидят там, колхозники. Эти аппараты Game-Ready стоят во всех клубах РПЛ, ФНЛ, лет 20 стоят, и никто не знал, что это НАСА. То есть там по 15 этих аппаратов стоит, и никому в голову не приходило, что это, в Саутгемптоне аппарат стоит, и аплодисмент. Дело в подаче. Главное преподнести правильно. И то же самое здесь. То же самое здесь. Я в сборную приехал, есть вот это, но этого нет, потому что там, условно, не было финансирования. Сейчас она, не то, что она сейчас появится, но это толчок чемпионата мира по футболу. Опять, почему может не быть финансирования? Просто считаешь, например, там, не знаю, там, условные врачи, их финансирую, не финансирую, все равно ничего не сделаю. Есть обратная ситуация. Компетенция врачей высокая, и плюс толчок вот этот есть. И прям поверьте, не знаю, там, давайте, вы больше в этой сфере общаетесь, журналисткой, давайте в августе, я попрошу, да, главного тренера, главного врача сборной, приедете, покажете, как сборная живет. Без проблем. Да, и как она будет. И то же самое сделаем в январе-феврале. И я вам гарантирую, что если слова не зайдутся с делом, нет смысла, что не зайдутся. Сборная Узбекистана по оснащению ни в чем не будет уступать сборной Аргентины по оснащению. Ни в чем не будет уступать. А это не гарантия результата, само собой. Знаете, мне говорят, вот, Виталий Николаевич, одна команда хорошая, вот там мы в 5-м году, не в 5-м каком, не там пик у них был, не в 8-9 году, команда из большого крупного города российская, не Москва, там с чемпионами России становились, у нас там сок, варенье в воде разводили, и ничего, и чемпионами России условно были. Рубин, что ли? Да, плюс-минус, да. Оттуда команда. Это чемпионат России, не было чемпионата России, но они высоко находились. А вы сейчас мне гендиректор команды говорит, а сейчас вот ваш ученик работает у нас в команде, и у нас там и аппаратура, и контроль, и кровь мы берем, и в этих шортах они спят, и бочки закупили, и еле в лиге удержались. То есть, я говорю, если так рассуждать, тогда, конечно, давайте я вам воду сейчас привезу, вишневое варенье верну и разводите. Если так рассуждать, тогда да. Конечно, это не гарантия. Но когда футболисты понимают, что к ним относятся уважительно, они реально понимают, что у них лучшее, что есть у них. Травматизм меньше. Вы знаете, что, например, что манера поведения тренера напрямую влияет на травматизм? Манера поведения тренера? Да, то есть стиль поведения тренера. То есть, если тренер агрессивный, он заряжает на борьбу, больше в контакты идут или что? Нет. Доказано, кстати, большие исследования с участием лучших европейских команд, которые играют в Лиге Чемпионов, Лиги Европы, что так называемый трансформационный стиль поведения, когда тренер поощряет окружающих, дает им, прощает инициативу, позитивно относится к ним, позитивно реагирует на информацию любую, количество тяжелых травм меньше, доступность тренировок выше. Когда тренер сидит обратный, когда идет пихач, давление, негатив, там со злости, скорее всего. Травм больше, доступность меньше. И также доказано, что доступность футболистов напрямую связана с успешностью выступления. Очевидно, да, то есть когда два человека там недоступными, даже могут и лидеры быть, влияет непонятно на качество.
То есть нет нюансов, нет нюансов. То есть надо, ну, я вот работал с большими тренерами, там, с Юрием Павловичем Семиным, Рашидом Лучем Рахимовым, понятно, Фабио Капелло, там, с Луцким, Черчесов с Саламовичем, понятно, да, это сборная России, я думаю, мира четвертьфинал будет, ну, мне кажется, я не доживу, вы доживете, если что, потом расскажете, да, как это было. Вот. Ну, всегда в стрессовых ситуациях они являлись примером для подражания. Они успокаивали команду. А не так, что там тренера трясет, все думают, господи, куда... Хотя ситуации разные бывали, да. Тоже важный момент. Поэтому здесь я бы сказал, что у Узбекистана есть уникальная возможность сейчас сделать все, чтобы попадание чемпионата по футболу в разных направлениях. И талантливость. Там, найти там 5 Хусановых, Шамуродовых, Файзулаевых, там, ну, самых известных в этом отношении, да, компетенции, всех компетенций. И демонстрация отношения к футболистам со стороны руководства. То есть, когда все есть, коллеги, мы вам все сделали, все сделали. Есть вопрос, есть какие пожелания? Значит, типа, все идеально. Тогда двигаемся дальше. Да, и спрашивать можно. А так, почему там травмировался тот или тот? Ну, откуда я знаю, почему он травмировался? Я не знаю, у меня по нему данных нет. Где мне их взять? Поэтому такой, я думаю, что Узбекистан, давайте когда в следующий раз сейчас попадет в сборную, еще раз подкаст сделаем. Давайте, обязательно. Это в каком уже, в 29-м году? В Марокко в 30-м году, да, будет, по-моему? Ну, значит, это, за год решим. По факту это становление с стратегией, которая позволяет сборной каждый год выходить на мундиаль. Ну, не каждый год, каждый 4 Создание года. фундамента, укрепление фундамента. Только один рецепт. Это создание конкурентной среды в возрасте 16-18 лет. То есть в возрасте 16-18 лет в узбекском, в любом футболе, ну мы про узбекский футбол что говорим, да, должно быть большое количество конкурентно способных футболистов, которые постоянно играют в конкретной среде. Других вариантов нет. Это критический возраст для вот этого перехода, когда и так далее. И много должно быть игр, конкурентных и так далее. Например, там я в ЦСКА работаю, у нас работает, понятно, Алексей Владимирович Березуцкий. Ну, недавно футболист, тренер ЦСКА, главный был. Сейчас в тренерском штабе Марка Николича работал и работает, и будет работать. Он говорит, топовые легионеры, их же главное достоинство было не то, что они над чемпионами делали-то. Понятно, что Вагнер, Лав, там, ну, кто у нас там, ну, ЦСКА, там вообще там Россыпь, там, Влашич, Тошич, Красич, там, ну, понимаете, о чем я говорю, да, там, боги реально. Марио Фернандес. Да, и Марио Фернандес тоже, несмотря ни на что, да. Они в тренировочном процессе, за счет их мастерства, отношения тогда, подтягивали такую планку, что все остальные тянулись. А сейчас в тренировочном процессе нет. Фабио Капелло говорил, если ты хочешь быть на поле, иметь шанс быть Мерседесом на поле, иметь шанс, ты тренировка должен быть Ламборджини. Не бывает такого, что ты тренируешься там, как Мерседес, да, а играешь как Ламборджини. Наоборот должно быть. А у нас часто бывает, что тренировка выходишь, там, ну, может, даже тренировка. Питер Адвинги, когда переходил за Локомотив в английской премьер-лигу. Кстати, уроженец Узбекистана, раз. Ташкента. Да. У него, да, конечно, у него тетя Эльвира Мухаммедовна Усманова, главная академия ЦСКА, фанат Узбекистана, напрямую с Узбекистаном связан, кстати, да. Мог, кстати, из Узбекистана играть. Он куда переехал в премьер-лигу английскую, ходит на первую тренировку. Ему говорят, он по-русски говорит, лучше, чем мы с вами вместе взяты, если честно. Ну, блестяще. И плюс такой, знаете, он как Миралем Пьянич. То есть он позитивный, открытый, но знает себе цену. То есть он идет и видно, что прям. И подход должен быть своеобразный к этому. И он идет на тренировку, ему говорит, Питер, ты куда собрался-то? Тренировка, а щитки где? Какие же щитки? Там, тренировка там, на день. Тебе сейчас отрывать их щенки на день. Там, говорит, на тренировках бойня такая идет. Бойня идет. А у нас на матче входят некоторые футболисты, берут бумажный стаканчик, вот так его схлопывают и сюда кладут. И считают это доблестью. То есть, окей, там, важнейший момент. То есть, все закладывается на тренировках, это интенсивность и так далее. И эта интенсивность, некоторые говорят, какая им интенсивность, давайте они ее не держат. Но они не должны играть в футбол тогда, если мы готовим футболистов высокого уровня. Если не держит интенсивность, не надо играть в футбол.
Играй в шахматы, не знаю, там, плов готовь, там, не знаю, там, играй в университет в футбол. Но не надо рассуждать про элитный футбол, если ты не держишь интенсивность в тренировочном процессе. Ну, это очевидно, да. Поэтому я думаю, что в Узбекистане вот эти все истории, потому что, знаете, вот я искренне могу понять, почему в 21 году в Big Five лигах играло 49 хорватов, 44 серба. И на тот момент, на 21 год, играл, наверное, только Эльдор один был Big Five из узбеков. Я искренне не понимаю. Чем хорваты лучше узбеков? Чем? Я думаю, что это в определенной степени такой футбольный шовинизм, потому что никто страну не знал. Сейчас, наверное, уже будут И лучше знать. близость страны. Вы Да, да. про Узбекистан? Да. Ну, мы, понимаешь, ничем не хуже. Футбол любят Вот и любят. пионеры, первопроходцы, они должны быть такого уровня, как, условно говоря, там Хусанов и Шумуродов. Они должны быть такого уровня в топ-5, Который проложит путь. чтобы на них уже смотрели и понимали. И тоже важно, да, вы задали важный Плюс момент. еще хорваты сейчас подорожали все. Ну, это они сейчас подорожали. Да. Но в Big Five они были сейчас, опять же, Big Five, чтобы вы понимали, играет, там, не знаю, там, у нас просто исследование по этому поводу было, мы пришли с удовольствием там, по футболу европейскому, российскому. Играли 13 южнокорейцев. Южные-то корейцы чем лучше узбеков? 13 играли же. Кстати, если у вас 13... Не, ну они роботы. Они роботы. Ну, эти роботы, поверьте, когда в 2014 году Россия попала на чемпионат мира по футболу в группу с Южной Кореей, поверьте, все типа, никто в обморок не упал. А сейчас мы понимаем, японцы, играют там японцев больше 10. Представьте, если сейчас был Узбекистан, у нас 12 человек играли бы в Big Five лигах. Вы бы какую задачу стали? Вы бы стали бы задачу попасть еще от мира в футбол? Выйти из Вы группы. говорите, мы само собой должны попасть. Ехать туда, не мороженое есть, как это известный детский комик, да, сказал. А что делать? Само собой выходить из группы, потому что там 3 команды могут выйти, да? Правильно же было? А сейчас мы, понятно, мороженое есть никто не будет, но мы понимаем, что попали хорошо. Если получится выйти из группы, ну вообще супер, но там уже как пойдет. Чем хуже японцев, чем хуже узбеков? Ну, чем, просто скажите, чем? Ничем. Мы знаем, что ничем. В 327 году, я вчера ехал на экскурсии, на Ташкенте в 327 году солнечный свет. Страна небогатая. В общей массе своей, да, развивается, да, активно, ну, мы понимаем, да, то есть это официальные лифты работают. Пример, и, кстати, вы правильно сказали, пример вот, пионеров сейчас, он очень важен. Вы же помните, да, от России, Европа в 2008 году, да, когда много россиян уехали в топ-команды, но не смогли себя так зарекомендовать все же, чтобы у команд европейских возникло желание закрепилась вот эта вот мысль. Да, чтобы покупать опять, да, Аршавин, да, 4. Там на Энфилде, да, 0 вопросов. Причем я статистику посмотрел, в статистике он, в принципе, неплохо сыграл. Конечно, Последний год только такой Я был. могу сказать, что и Павличенко хорошая статистика. Да. И у Юры Жиркова хорошая статистика. То есть там у нас они играли, дай бог кажется. Только Беллидинов, по-моему, так. Ну и то там травма была и так далее. Но опять же, там свои там игры, там несколько десятков игр он сыграл. То есть дай бог так скажем, сейчас в Эвертоне сыграет, там 50 игр сыграет, да. Но все же не закрепили вот это что-то типа, да, россиянин, да. И сейчас от нынешних ребят, Эльдора, Абдулкадира, да, то есть там Аббоса, там неважно, если про Big Five, очень важно, чтобы они стали такими драйверами, что да, с узбеками можно иметь дело, да, узбеки не дебоширы, да, они смелые ребята, да, они работоспособные, и при этом, знаете, не то, что какой-то я понимаю традиции, там, старший зашел, все встали. Старший сказал, голову наклонил, сделал, да. Но опять же, это же не того, что они такие покорные. Ну, это традиционно есть, но при этом они все с железными яйцами, да, которые выходят на поле и насмерть будет там биться. То есть это же тренеры ценят, понимаете, да? Поэтому я думаю, что Узбекистан, если все правильно в ближайшие 2 года сделает, может стать таким азиатским тигром. Волком. Я, кстати, Многие говорят, азиатская Бразилия будет. Я думаю, что, знаете, добавить, в моем понимании, дилетантском, наверное, добавить кондиции физические, причем не в сборную надо добавлять. На раннем уровне. Они уже в сборной работают. Чудес не бывает. Вы не можете скачок, что куда они, плюс опять же играют в хороших командах, там же тоже не валенки работают. Они тоже не заинтересованы. ЦСКА, например, босс Файзулаев, там 2 года все время становится физически сильнее. Это потому что клубу интересно стать. А вот именно условно Ю-14, Ю-15 и выше, для них это должно стать прям хорошим тоном. Ты должен лучше. Против травматизма. Это же скучно.
приезжать за 1,5 часа тренировки, делать правильную преактивацию. Потом в лед зайти после игры. В том числе. После еще там провести. Например, в ЦСКА, ну, тот же там, ну, давайте будем звать легенд, там, Миралем Пьянич, Игорь Акинфеев. Тренировка в 10 заезд, завтрак, по желанию. Обязательно с 10:30. Ну, завтрак ждет заранее. Игорь Владимирович в 8:30 уже на тренировке. Уже чем-то занимается. Там по своему меню там поел что-то, пошел в зал, поработать с моим терапевтом и так далее. Миралем Пьянич ровно то же самое. Час минимум до тренировки работают, после час минимум работают. Поэтому я искренне не понимаю, когда я знаю, что в сборной был врач и массажист. Один. Врач массирует 5. Что может один массажист сделать после... Всех успеть. Ну, просто скажите, что? И, например, там, когда в ведущих командах работают 3 врача, 4 массажиста, 2 физиотерапевта. И это не блажь чья-то, это не блажь. Это реалии современного футбола, без которых вы не можете говорить, что вы делаете... Я знаю одну команду РПЛ, давно это было. Я их консультировал после руководства республики и разговариваю там с генеральным команды, говорю, вот на выезды вы там, в список берут, что берут на выезды. Говорят, столы массажные, вот не вижу, там на месте берете? Не, нам это не нужны они. Говорю, зачем? А что перед играми массироваться? В смысле массироваться? Ну, если кто хочет, они что, бабы, что ли? Зачем массироваться? Я говорю, окей, все. Они не баба, согласен, да. Они же представляют массаж такой, да? Да, то есть, опять не вот это вот спортивный, когда там мужики орут. Да, опять же эти стереотипы, знаете, такие типа, вот перед игрой массироваться нельзя. Я говорю, почему? Я играл, я не массировался. Я говорю, на трубе играли, давайте мы не будем, например, с Жека сравнивать, а почему нельзя массироваться? Ну, чтобы они не расслаблялись. Я не знаю, там в нашей команде, там, не знаю, там 9 человек из стартового состава, из 11 спокойно вечером приходят, с ним спокойно работают маленькие терапевты, массажисты и худо-бедно играют. Один тренер говорит, тоже недавно сегодня была ситуация, ругает футболистов. Нельзя, ругает, ладно, ругает. Ладно, поругает. Нельзя пить газированную воду накануне игры. Почему? Потому что... Сахар поднимать? Не, просто газированная. Без добавок. Я играл, не пил. Я говорю, окей. А тут же как раз эта переписка идет, напротив меня сидит, мы играли с «Зенитом», предыгровой ужин. И напротив меня сидит, в моем понимании, 3 футболиста сидят, лучших в ЦСКА, в моем понимании. В том числе один представитель из Узбекистана. Сидят, ужин заканчивают там что-то. И перед ними стоит вода простая, там вода витаминизированная и газированная вода, спарклинг стоит. И как так сложилось нечаянно, только СМС получил, и они наливают себе воду спокойно, да не подвиг, знаете, я пью газированную воду, там все, я там рисковый парень. Спокойно, понятно, пью, там запили что-то, я дальше. Я прям видео присылаю, знаете, что тренер отвечает? Вот когда будут мои играть, как они, тогда будут воду пить. Я умом понимаю, что наши эти мифы, которые нам мешают. Вот мне сейчас перед подкастом говорите, там, воду, там, энергетики. Помните, как я ответил? Энергетики? Почему? Не потому что считаю, что ты что-то вы хотите, чтобы я ослеп, что ли? То есть, понимаете? Нет, потому что я даже здесь слышал, что как энергетики пить, это они же там очень вредны. Я говорю, почему они вредны? Просто расскажите, почему они вредны? Расскажите. Злоупотребление. Злоупотребление вредно. Кофеина там чуть-чуть. Сахара там меньше, чем в наличном объеме Кока-Колы. Таурина, таурин вообще считается молекулой молодости сейчас, вообще на секундочку, если уже пошло. Если уже пошло. Конечно, сейчас не пить не надо. Я не занимаюсь. Но если ты перед игрой... Как Джейми Варди. Да я вам скажу больше. Ладно, Джейми Варди, который просто, не стесняется. Сейчас у нас суперфинал Кубка был. И Владислав Радимов, наш блестящий футболист в прошлом, и тренер очень хороший, эксперт хороший, идет мимо. У нас на скамейке лежит в том числе Red Bull. Red Bull? Что, не запрещаете? Я говорю, кто хочет, там 1-2, если пьют, пусть пьют. Все, говорю, давайте вас еще угощу. Угостил заодно, пошел. Так что здесь третий этап повышения компетенции, когда это бороться с мифами. Мифы развенчивать тоже будет лучше, как минимум, хуже не будет.